Ну что, мы начинаем рассказ о путешествии на Байкал. Едем от Петербурга до Нижнего Новгорода. А начинаем с того, что заезжаем к брату. Врасплох? Все. Последний раз точно на Байкал не едешь? Нет, работа кипит, как видишь. Что, ты моешь ее? Ага, мой, да. Похоже. Давайте вонючку с КРФМ там, а? Не хочешь? Рекламировать, чтобы? По идее, такая сложная поездка должна быть хорошо распланирована, но это не наш вариант. Мы выехали во второй половине дня, часа в 4, стемнело уже через час или полтора после этого. Вологодская область. Я чувствую, это нужно объяснить. Тут просто наверху зеркала. Вот. Ну, Лёша как бы начал их снимать, а потом что-то у него там переключилось в голове. В общем, мы переночевали в Череповце и уже с утра поехали по вологодским деревням. А на обед мы решили заехать в Вологду, потому что вот Лёша, например, там никогда не был. Да, я джентльмен и очень хотел джентльменский обед отведать. Да, его подают там в кафе, которое называется «Библиотека». Для джентльмена. А еще во всей Вологодской области и, возможно, на русском севере есть одна такая характерная черта. Это звук вот бензопилы. Да как так-то? Да как это так? Да это вообще, вот куда ни приедешь, там чувак будет с бензопилой. Это Вологодская вот область, пожалуйста. Только вышли. А уже после Вологды мы практически без остановок поехали в Кострому. Костромская. И вот тут начался второй сезон моего красного пуховика. Не ваша штука там висит? Моя. Кстати, почему Кострома, а не, например, М10 и Москва, да? Это отчасти была идея Лёши. Дело в том, что в Костроме живет Один из представителей группы Combo Bug, чью музыку мы решили использовать в ролике. Да, это, кстати, отличительная черта серии этих роликов про Байкал. Мы хотели бы больше использовать русских композиторов, русской музыки в этой поездке. И одним из авторов такой музыки, в частности той, которая играет в этом ролике, был парень по имени... По имени Лёша, Аполло, второе его имя. Это исключительно плодовитый автор, который выпустил 59 альбомов, которые он называет сборниками. С Аполло мы поговорили о музыке, которую они делают, об истории группы. Он раскрыл нам свою душевную травму. Застаревшую. В общем, он поделился своей трагедией с нами, а мы хотим с вами. Потому что, ну, кто, если не мы? А андерграунд это вот здесь, да? Да, ну, может быть, чуть-чуть было пониже. Тут вот тоже классно. Ну, решили благоустройство делать района. Протянули веревочку. У нас был по вот этот вот бордюр, поребрик там этот, а они... Ну, в общем...
Это была интересная содержательная встреча. После нее мы заехали в центр города. Леша купил себе клюкву. И она где-то до сих пор ездит. До сих пор в двери. Я собирался ее выкинуть, а он такой подходит, говорит: нет, я сделаю из нее. Что? Я в термосе хотел. Он хочет из нее что-то сделать сделать. напиток полезный. Полезный, да. Короче, видимо, мы где-то ближе к Байкалу увидим какой-то напиток из этой клюквы. Гостиный двор, короче. Привет, огромный привет, Игорь Николаевич. Я тебя люблю, жду и помню. Классная машина. Может, махнемся, не глядя? Мы на Байкал едем, она доедет? Какая? Ваша. Конечно, доедет. Спасибо. До свидания. А сына же нельзя ли нашего Кацанского? Чего-чего? Сын Кацанского нельзя ли нашего? Вон туда, вот прямо поедешь, вот туда. Там будет поворот, а ты прямо по прямой оставляешь машину. Там парк у нас, парк Ленина. Там Ленин стоит с рукой. Спасибо. До свидания. Счастливо. Короче, после Костромы мы заехали в лес, сняли подводку к предыдущему ролику, а потом чуть дальше увидели поворот на базу отдыха. И вот там была красота. Ну а дальше начался сильнейший снегопад, в результате которого мы задумались о том, чтобы поменять колеса с летних. Короче, выпуская аудитория упала перед компьютером. Да, мы на летней резине едем. Но одним снегопадом не обошлось. Не-не, ничего страшного. Мы просто нашли разрыв в теплотрассе и решили снять страшные фотографии для своих друзей. Ну и вот тут мы въехали в Нижний Новгород. Так закончился третий день. В общем, на этом официальная часть нашего осеннего трипа закончилась и началась зимняя. Такой вот Нижний Новгород с утра. А тут еще осень. И вот как только мы почистили машину и собирались уже уехать, в окно постучал один из подписчиков по имени Алексей, который провел нам довольно интересную экскурсию по городу, угостил завтраком и рассказал о своем опыте работы в такси. Узнали все о Нижнем Новгороде, о том, как БТР с горы съехал. Как заливает в некоторых улицах. Спасибо. Ну а дальше выехали в Казань. Продажа регистратора, телевизора, вентиляторов, автомагазин «Братишки», 13 канал, деревня Вещак. Братишки. Хорошо. Записал, да? Да.